Всем привет! Сегодня я бы хотел рассказать о такой неоднозначной клавиатуре, как Slice 68HE, на которой я просидел уже на протяжении 2 недель. И остался и действительно доволен. Во-первых, стоит начать с того, что вообще такое Slice 68HE. Это клавиатура, которая сделана в расцветке всеми известного аниме Евангелион. Представляет из себя 65% версию клавиатуры в необычном Exposed формате, таком же, как был на Ikke 68. Абсолютно легендарная клавиатура и по-прежнему мне нравится, хотя она и уже успела утратить свою актуальность. А Slice, в свою очередь, это актуальная клавиатура, обновленный, с 8К полинг платой, настройка вплоть до 0,05 мм, с вполне неплохим софтом и реально крутыми свечами. Клавиатура имеет множество мелких элементов, которые, я думаю, для многих из нас будут казаться сомнительными. Но имеем, что имеем. В целом, как магнитка для турбо-гейминга, для меня это оказалось великолепным решением. Давайте поговорим об элементах дизайна, которые просто здесь раскидано по всей клавиатуре. Начать стоит с того, что здесь есть разделение цветов на черный и фиолетовый, на ботами есть энгрейвинг, покрашенный черной краской, у топа фаска имеет зеленое анодирование. Полупрозрачная панелька для подсветки находится ниже, она реально, выглядит круто даже без подсветки. На топе также присутствует бейджик, который фиксируется при помощи алюминиевых вставок, тоже с анодированным алюминием. И это по факту просто невероятно для прибилд клавиатуры. Отличное качество анодирования. Это просто, пожалуй, лучшее, что я видел в прибилд сегменте. Очень мелкозернистая и гладкая текстура, и в целом у меня нет каких-то вопросов к нему. Этим было бы невероятно приятно пользоваться, если не некоторые нюансы. Кейкапы у клавиатуры это PBT с сублимацией, которые сделаны невероятно качественно и из кучи деталей. А что самое интересное, у них получился реально черный на сублимации. Ну как реальный, он по факту очень близок к черному, и я вначале подумал, что это черная болванка, на которую нанесли рисунок. Но нет, это именно что черная покраска кейкапов. Вы думаете, на этом детали заканчиваются? А вот не тут-то было. Ко всему прочему, здесь VS Flux, которые имеют такую же цветовую гамму, и если вы вставляете их в клавиатуру, вы вполне легитимно можете сказать: Синзи, лезь в гребаного робота. Свечи отличные, круто долбят, минимально возможное количество неприятных призвуков за счет сложного строения в виде шестиугольника и параллельно с Dual Rail системой. Стэм, конечно, не критически воблит, но все ощущается реально неплохо. Ну и что касается стабы. Стабы, спасибо, что они вообще в клавиатуре есть, потому что стабилизаторы реально плохие. Но для меня это не составило никаких проблем, так как я досмазал проблемные и заменил пробел на скрюины. Но вообще, да, это не круто, когда в клавиатуре за 200 баксов, напомню, 200 баксов, вам приходится менять или досмазывать стабилизаторы. Но важно отметить, что эта клавиатура для гейминга. Мне абсолютно все равно, как у нее там звучат эти стабилизаторы или что-то в этом роде. Или как в целом звучит клавиатура, потому что это киберспорт. Здравствуйте. Монтажер. Если что, у него нет шизофрении. По крайней мере, я на это надеюсь. У нас просто камера все время снимала в расфокусе. Вот она примерно вот так выглядела. Поэтому иногда он будет разговаривать со стеной. Все, уяснили. Скажем так, этот фактор я в целом прощаю, потому что сами стабилизаторы можно просто досмазать из шприца и радоваться жизни. Такие дела. Ставь лайк, если тебе все равно на стабилизаторы. Посмотрим, сколько нас. А вот теперь придем к тому, чем я был недоволен. Вы наверняка обратили внимание, что у клавиатуры нет видимых винтов. Итак, внимание, вопрос. Где находятся винты, которые собирают клавиатуру воедино? Байон болт, болт-кетчеры, скрюлы с под кейкапами и винты под силиконовыми ножками. Да? Они это сделали. И вы знаете, я бы был не против такого решения, если бы эти ножки не были приклеены, а просто вставлялись. Я даже наоборот был бы рад такому решению. А так получается, вам нужно отодрать ножки, которые вы не факт, что приклеите обратно, и это довольно печально.
Типа, окей, у вас не получилось сделать клавиатуру на болт-кетчерах из-за того, что есть вот эта пластиковая панелька. Почему бы не сделать в таком случае видимые винты? Да даже если вы хотите скрыть их, вполне можно спрятать их под кейкапами, ну, то есть скрылось наподобие Веги. Да, это, конечно, не самый лучший метод, но это бы спокойно позволило разбирать пользователям свою клавиатуру, если это потребуется. И, ребята, это вам потребуется, потому что в клавиатуре есть еще один косяк, который заставит вас ее разобрать, иначе вы просто не захотите ей пользоваться. Окей, следующий вопрос, также по винтам. Вот неужели не получилось сделать alignment пины? Ну, это такие штучки для стыковки корпуса, чтобы при сборке не приходилось кучу времени выравнивать топ относительно боттома. Это, разумеется, не критично, и во многих клавиатурах этого нет. Но, блин, это же не так сложно. Хорошо, едем дальше. И теперь мы переходим к маунту. Маунт такой же, как на Slice 75, жесткий isolation маунт на плоских силиконовых шайбочках. Плейт имеет поинты, которые расположены прямо друг под другом, и это в определенном роде создает лишние вибрации при использовании, которые добавляют звуку неприятной грубости, и поинт под пробелом здесь также играет свою роль, из-за чего звук от него и от альф получается довольно жестким и металличным, что на самом деле не очень приятно, даже при использовании с шумоизоляцией. Ну и, разумеется, причина, по которой вам придется разобрать эту клавиатуру. Как бы так выразиться? Дело в том, что строение клавиатуры получилось довольно интересным в плане того, что сэндвич клавиатуры свободно болтается вперед и назад. Такое было на условном Cycle 7. И как только она ко мне приехала, я подумал, блин, как же так это получается, что сэндвич болтается и бьет по корпусу в местах точек крепления? Думаю, неужели этот момент не был просчитан? Ну, не может же такого быть. И вы знаете, он был просчитан. И на плейте есть специальное ухо, которое работает как фиксирующий элемент всей конструкции. Но все бы ничего, но только допуски явно были сделаны с ошибкой. В дополнение к этим допускам все подпортил алюминиевый плейт. И оно все ходит ходуном. Короче, надо проклеить что-то резиновое, силиконовое. У меня вот такие проставки нашлись, довольно толстые. То есть совсем тонким какой-нибудь малярная лента, она вам не поможет. Вот эта штука помогла. То есть сейчас движения вообще никакого нет, оно максимально стабильное. Типа, ну, что поделать, такие дела. Ну, круто, ребята, клавиатура за $200. Типа, ну, окей, болтается и болтается. Но главная проблема в том, что это ощущается при обычном использовании. И чтобы решить эту проблему, я просто проклеил небольшой кусочек пластыря, который снизил движение плейта в разные стороны, но не нивелировал его полностью. Layout 68%. А еще, ну, как бы 68% это неправильно, это 65%. Это 68 клавиш. It is what it is. Layout. И знаете что? Мне все равно нравится эта клавиатура. Она ощущается интересно за счет кучи элементов, высокого качества у всех компонентов, и те инженерные просчеты, о которых я сказал, вполне себе решаемы. Нет, ну не все, но многие. Я бы хотел сделать другие точки крепления и выбрать другой материал для плейта, когда файлы попадут в открытый доступ. Но боюсь, что мне станет слишком лень для того, чтобы вертеть и ковырять плейт в каде, а потом еще и ждать несколько месяцев, пока он приедет. Дело в том, что у клавиатуры нет углублений под стойки, и их можно разместить практически в любом месте. Но что мы в итоге получили? Получили вот это. Так, и говоря про тайпинг, разумеется, я сделал все без шумоизоляции. Я ее дома забыл, короче. Обойдетесь без тайпинга с шумоизоляцией. Ну, на самом деле, это звучит так же примерно, как Slice 75 HE. Есть определенные металлические призвуки, но в целом, если в клавиатуру засунуть шумоизоляцию, их практически нет. Но из-за этого клавиатура просто звучит глухо, и мне это не очень нравится. Поэтому я полностью доволен своим, так сказать, кастомом на основе магнитной клавиатуры Slice 68. И, наверное, могу рекомендовать вам эту клавиатуру, потому что
Типа, я не знаю других магнитных клавиатур, у которых настолько детальная проработка каких-то мелочей. Окей, я могу понять, что она кому-то не нравится, и я бы сказал, что мне тоже этот дизайн не особо импонирует. Но меня подкупает именно общее качество и в целом, типа, перформанс, который она дает, потому что так или иначе софт работает. Так что это видео просто посвящалось тому, как я ее билданул. Да, у нее там есть призвуки от пробела, еще чего-то, но это не важно. Моя цель была получить зубодробительный игровой опыт, чтобы все ощущалось максимально жестко и четко. Вот так. И да, я, кстати, поменял кейкапы на боевые GMK Serenity, которые я использую только на игровых клавиатурах, чтобы не портить другие кейкапы. Логично, логично. И они вписались просто идеально за счет фиолетового оттенка модификаторов, поэтому таким образом я в итоге и пользовался этой клавиатурой. И вот вам тайпинг в безумной конфигурации без шумоизоляции, который у меня получился на GMK Serenity и без стойки под пробелом. Получилось, конечно, реально мощно. Как итог скажу вам следующее. Если вам реально нравится, типа, дизайн, просто забейте, наверное, можете купить ее. Но, скажу так, $200 это все-таки перебор. Это реально большая стоимость за клавиатуру. Я, конечно, понимаю там качество и так далее, но когда у клавиатуры такие, так скажем, технические огрехи, я бы не отдал за это $200. Правда. Условно, вот чуть-чуть бы подкрутить эту техническую часть, и тогда это будет просто великолепно. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и вы подпишетесь на этот канал. А также можете подписаться на телеграм-канал, где вы можете задать интересующий вас вопрос. Я не знаю, почему у моей клавиатуры нет бибок или что-то подобное, как бы. Я на все отвечу, поэтому заходите, пишите. Я не знаю, может, вам надо клавиатуру выбрать или еще что-то подобное. Я помогу по возможности. В общем, до связи, до скорых встреч.